Привет-привет! Меня зовут Людмила Шпакова, и с вами Таро в потоке. Название нашего сегодняшнего разбора звучит так. Что он вам не договаривает? Что скрывает? И сегодня у нас с вами будет 3 позиции, мои дорогие, в которых мы, собственно, и будем узнавать, чего он там не договаривает, да, и что скрывает от вас. И пока вы загадываете вашу позицию, хочу напомнить вам, да, или сообщить тем, кто еще не знает, о том, что я открыла для вас новый канал, да, еще один канал Людмила Шпакова в потоке. И если вы хотите смотреть видео ежедневно, как это было ранее, да, новые разборы каждый день, то приглашаю вас подписаться на мой новый канал. И разборы у нас идут в шахматном порядке. Да? Сегодня вы смотрите здесь, завтра вы смотрите на новом канале Людмила Шпакова в потоке. Также там будут разборы с места силы, там будут различные практики, которые я веду немножечко позже, да, медитативные практики, практики вызова. То есть смысл подписаться на новый канал. Я приглашаю каждого из вас и очень-очень прошу, мои дорогие, когда приходите, смотрите видео, пожалуйста, подпишитесь. Первое, что нужно сделать, это подписаться. И, конечно же, ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии для того, чтобы канал двигался в сети интернет. Я вам бесконечно за это благодарна. Итак, мои дорогие, у нас 3 позиции. Надеюсь на то, что вы загадали своего мужчину, да? И начнем мы с сигнификации. Сигнификации ваших отношений. Что между вами? После этого мы посмотрим, что мужчина от вас скрывает или что он вам не договаривает. И возьмем совет для вас, что вам делать, как вам воспринимать вот это сокрытие. Да? Хорошо. Начинаем. Что между вами? Ну, уже что-то не так. Вы уже разочарованы мужчиной, честно говоря. Интересно. Вот смотрите, карты показывают нам, что вы находитесь в браке. Да? В браке, при том еще и достаточно счастливом. То есть пентаклевая королева в десятке кубков. Женщина, которая, в принципе, совершенно довольна жизнью. Да? И мужчина, на которого мы смотрим, это вовсе не ваш муж. То есть это совсем не ваш муж. Хотя, ну-ка... Здесь говорится просто о том, что вы вместе работаете с ним. И я что-то подумала, думаю, а почему бы вам с мужем не работать вместе, да? Ну-ка. Тут, понимаете, вряд ли это ваш муж, если честно. Нет какого-то определенного ответа от карт, но вряд ли это ваш муж. Да, значит, я буду читать с позиции того, что это какой-то третий мужчина в вашей жизни, да, но если это все-таки ваш муж, и вы смотрите конкретно на мужа и хотите узнать, чего он там не договаривает и скрывает, эта информация для вас тоже будет актуальна. Тоже будет актуальна, потому что здесь энергии очень сильно разнятся. Значит, что еще нам говорят? Нам говорят, что вы засиделись, честно говоря, то ли дома засиделись, то ли в своем благополучии вы засиделись. Хочется вам какой-то искры. Хочется вам, чтобы что-то такое взбаламутило ваше сердце. И, судя по всему, вот этот товарищ, это оно и есть. Да, оно и есть. Значит, здесь мужчина, придя в вашу жизнь, проявившись к вам, очень много было переписок, очень много каких-то мечтаний, иллюзий, фантазий на расстоянии. А здесь вполне вероятно даже и не было каких-то отношений близких, я имею в виду тактильных, да,
таких отношений не было, но на словах было сказано многое. Да, вот прям огромное количество информации было в этих сообщениях. И я люблю, и не могу, и, может быть, там о каких-то своих эротических фантазиях вы писали друг другу. Вот. Результатом ваших взаимоотношений с этим мужчиной стало то, что вы вышли в звезду. Здесь произошел какой-то ваш внутренний рывок, открытие себя, может быть, творчество, да, потому что звезда – это прежде всего аркан творчества. Может быть, экстрасенсорные какие-то способности у вас вскрылись благодаря этому. Ну, как будто бы, знаете, или переживания об этом мужчине, или фантазии, или вот гормональный какой-то всплеск сработали таким образом, что вы как будто бы распочковались, да, то есть что-то внутри вас открылось. Что-то внутри вас открылось. Вот, значит, что еще нам показывает? Что вы с этим мужчиной работаете вместе, что вас объединяет работа, и что этот мужчина не такой успешный, как вы. Ну, то есть вы можете быть начальником отдела, а он каким-то новеньким сотрудником. Ну, или рядовым, просто рядовым сотрудником. Вот, значит, здесь вы с ним очень сходитесь, потому что вы оба пентаклевые люди. И это не имеет никакого отношения к вашему знаку зодиака. Вы можете быть, конечно, тельцом, девой, козерогом. И он тоже одним из представителей этих знаков. Да? Но это совершенно не обязательно. Потому что пентакливость, Таро, да, это ваш взгляд на жизнь. Вы очень основательный человек. Вы никогда не разведетесь со своим мужем ради какой-то там страсти, ради какой-то там любви, которая у вас в голове всполыхнула. Да? Вот. И если этот мужчина тоже не свободен, он тоже, конечно же, не планирует разводиться. Здесь вполне вероятно, ну, не хватает вам, да, вам обоим не хватает эмоций в отношениях, и вы вот как-то так притянулись друг к другу для того, чтобы пофантазировать, для того, чтобы прожить еще раз эмоции, для того, чтобы вы, вот в частности, да, вот как раз для того, чтобы заблестели глаза, чтобы появился какой-то творческий накал еще один, да, в вашей жизни, что-то смогли такое сделать, что-то смогли создать. Вот. Здесь говорится просто о том, что вы живете с мужем хоть и в десятке кубков, но в умеренности. То есть все стало слишком привычным, все стало слишком пресным, хотя все хорошо. Вот. И появился вот этот вот товарищ. Здесь, кстати, может быть, что он-то как раз одинок. Он-то как раз одинок. Так, хорошо. Ну, давайте посмотрим, что он вам не договаривает или от вас скрывает. Дьявол прям перевернулся. Что он скрывает или не договаривает? Ну вот кто-то прям на мужа смотрит, слушайте. Прямо там. Для кого-то проиграется, что смотрите на своего мужа, с которым еще и вместе работаете. Так. Он не знает, что делать. Он не знает, что делать, что он скрывает. Скрывает он, что он, честно говоря, поглядывает на сторону. Да, кто бы это ни был. Или это ваш какой-то любимый новый, или это ваш муж, на которого вы смотрите. Но сокрытие здесь одно, что не чувствует он между вами какой-то любви, которая была раньше. То есть, с одной стороны, он говорит о том, что его кубок внутри еще присутствует, да? Но опустел он перевернулся.
когда-то, когда ваши отношения начинались, да, когда что-то между вами вспыхнуло в виде страсти, он испытывал любовь, он прям думал, что он влюбился в вас, и у него от вас сносило крышу. А сейчас все стало очень предсказуемым, что ли. Понимаете? Все стало очень предсказуемым. И он говорит о том, что у него внутри этот туз кубков присутствует, но просто он говорит, как будто бы я опустел. Я опустел, я больше не чувствую к ней такого сумасшедшего притяжения. У меня есть к ней любовь, я знаю это точно, она есть, но она уже не такая. Она играет какими-то более бледными красками. Не то, что было раньше. Не то, что было раньше. И он говорит о том, что он поглядывает на сторону. Он не знает, что делать с вашими отношениями, и, честно говоря, он не знает, как вам сказать о том, что он подохладел. Он поглядывает на сторону, и по рыцарю кубков здесь, может быть, уже даже не просто поглядывает, а уже куда-то сходил. Да? И тут я сейчас читаю вне зависимости от того, вы смотрите на своего мужа, пентаклевого короля, или на любовника такого же пентаклевого короля, любовника, любимого, поклонника, да, такого же пентаклевого короля. Я же говорю, что здесь все пентаклевые пришли. Значит, здесь человек говорит о том, что его чувства к вам уже не находятся на таком уровне накала и силы, как это было раньше. Они присутствуют, они не ушли полностью, но он уже не стремится к вам так, как хотелось бы. Да? И здесь появилась какая-то другая женщина, которой он или уже вступил с ней в отношения, уже сходил на сторону, или же эта женщина, с ним пока находится в состоянии какого-то флирта и так далее. И он, с одной стороны, с ней флиртует, может с ней переписываться, может, допустим, с ней где-то встретиться. С другой стороны, чувствует, что он вас предает, что это некрасиво, это неправильно, это ужасно, это нельзя делать. И вот эти вот все эмоции раздирают его на части. Он сидит и не знает, что ему делать. Он не знает, за что ему бороться, за что ему держаться, что ему сохранять, а что ему отпустить. Здесь человек растерян. А так как человек, он пентаклевый, он привык, что все должно быть под контролем, что все должно быть понятно, объяснимо, и у всего должно быть какое-то стабильное основание. Его очень раздражает, что этого стабильного основания нет. Вот. Также он говорит о том, что вы-то его шанс, вы вот какой-то человек, который его куда-то вытащил, вывел, дал ему вот это ощущение стабильности, понимание себя. Вот прям, девчонки, про мужа читаю, вот хоть вы меня убейте просто. Сигнификация очень двойственная была, да, непонятно, то ли любовник похож на мужа, то ли муж. Вот. А тут вот прям я читаю про семейную пару, меня хоть убейте. Вот, значит, так вот. Мужчина, которого вы загадали, скрывает свою нерешительность, скрывает то, что его чувства ослабели. И с одной стороны, он совершенно вас не хочет терять, потому что вы его жизненный шанс, вы его стабильность, вы его наполненность жизненная. С другой стороны, ему настолько не хватает эмоций, что он где-то на стороне эти эмоции добирает. Вот это он, собственно говоря, и скрывает. Но он чувствует страшную вину, он чувствует, что он не прав, и что вот это делать все недозволительно. Все это он понимает и чувствует. Тем не менее, да, хорошо. Да, муж, десятка пентаклей еще, прям вообще. Совет для вас, мои дорогие. Давайте посмотрим совет
совет для вас. В сложном положении находитесь. С одной стороны, вы в императрице, это хорошо. Да, с другой стороны, императрица наша перевернутая, она в отшельнике. Это говорит о том, что вы очень глубоко чувствуете себя одинокой и несчастной. На поверхности вы ресурсная женщина, да, мама семьи, счастливая жена. На поверхности вы всегда с улыбкой, дарующая такая. Вот. А внутри себя такое глобальное одиночество вы испытываете. Значит, здесь, вы знаете, совет такой интересный. Не перехитрить саму себя. Возможно, вы действительно задаете вопросы насчет своего мужа, насчет его холодности. Между вами и человеком, о котором идет речь, присутствует любовь, но уже исчерпала себя влюбленность. Если это ваш муж, вы находитесь в переходной стадии, да, в переходной фазе к чему-то другому. Вам нужно просто, к чему другому, да, в ваших чувствах, к большей глубине ваших чувств, к большей осознанности ваших чувств. Вам нужно стараться быть ему близким другом. Вам нужно, как-то, знаете, не то чтобы менять себя, а может быть добавить большей страсти со своей стороны, даже если придется немножко притвориться, да, и глядишь, какие-то эмоции между вами вернутся. Я понимаю, что вы сейчас скажете: Людмила, он мне изменяет, он там с кем-то переписывается, а вы такое говорите. Но если мы говорим о муже, да, я просто сейчас про любовника скажу отдельно. Если мы говорим о муже, то имеет смысл это сохранить между вами. И, может быть, имеет смысл не увидеть чего-то, что происходит. Просто измениться самой. Мы всегда требуем изменения от другого человека. Но то, что мы можем сделать в ситуации, это измениться сами. Потому что то, что я видела, мужчина очень переживает по поводу своего поведения, да, и очень хотел бы, скорее всего, вернуть страсть между вами. Попытайтесь это сделать, может быть, здесь зажгутся какие-то новые энергии. Вот, значит, если же мы говорим о любовнике, да, о женатом любовнике, то понимаете, какая вещь интересная? Он, конечно, может поглядывать на сторону, но он пентакливый человек, он привык к стабильности. Если вы длительно с ним находитесь в отношениях, то он не будет ничего менять, не будет вас бросать, он не будет, скажем так, кардинально менять свою жизнь. Но он с таким же успехом может вести переписки и с вами, и с той другой женщиной, и возвращаться домой к своей жене. То есть, если разговор о любовнике, подумайте, нужно ли вам это, потому что он вас не бросит. А вот нужно ли вам это — большой вопрос. Если разговор о муже, я бы прочитала это так, что здесь нужно попытаться сохранить ваши отношения. Благодарю вас. Так. Двигаемся дальше. Видите, какая у меня красивая статуэтка стоит. Это мне мамочка подарила на 8 марта такую красоту. Замечательная. Двоечки. Что между вами? Между вами вообще все как бы умерло. Но у нас смерть переворачивается, да, то есть произошла какая-то ситуация обнуления, и он написал. Это человек из прошлого. Это возвращенец, бывший возвращенец. Он написал: ты моя любимая, ты моя единственная.
Императрица, которую я любил. Любил и люблю, короче. Здесь что между вами, мои дорогие? Ну, первое. Вы живете, не тужите, вы императрица, все у вас норм. Вы создали себя самостоятельно, работаете, возможно, у вас есть семья. Ну, то, что есть дети, это вот прям однозначно. Да, вы находитесь в состоянии императрицы. Значит, когда-то с этим человеком у вас были отношения. Он такой весь из себя мечевой король, весь такой умный, весь такой, знаете, продуманный, просчитанный. Наверное, миллион бизнесов у него. И там он зарабатывает, и там ставки ставит, и там у него какая-нибудь крипта где-то. Вот, очень много разговоров, но никаких доказательств его благосостояния я не вижу. Одни разговоры пока вижу. Вот. Когда-то отношения действительно были, закончились они болезненно для вас, потому что мужчина здесь принял какое-то решение, то ли он куда-то уехал, то ли он ушел к другой женщине. Короче говоря, выбор был не в вашу пользу, то ли вернулся в семью. Выбор был не в вашу пользу. И вот ситуация обнулилась. Это, знаете, часто происходит, когда женщина уже успокоилась. То есть женщина успокоилась, ей так хорошо. Она там что-то строит в своей жизни совсем другое. И тут в один прекрасный день вы получаете от него звонок или сообщение. Да, вернись, я все прощу. Ну, короче, здесь что-то в этом роде было. Вот это вот все отношения, которые были, да, они для вас были болезненными, они для вас были очень энергетически емкими, вы отдали очень много энергии, они забрали у вас много энергии. И почему-то здесь говорится о том, что вы были в момент расставания с этим человеком в не лучшем финансовом положении. Вам приходилось экономить. Быть может, вы не знали, как вам выплатить кредиты свои, да, ну, то есть какие-то такие вещи происходили. Значит, и за это время, что вы не виделись, вы рванули вперед, вышли в императрицу. Что-то заработали, открыли бизнес или устроились на хорошую работу. И в целом, вам вообще вот эта вот вся история не надо вообще, не нужна она вам. Мужчина написал с позиции того, что любил он вас всю жизнь, и там, где он был, вот в этот промежуток времени, да, там ему было ужасно плохо. И женщина, та, которая с ним была, она вообще ужасная была, стервозина. И ужас какой, его всего бедного обманула, использовала, и жить ему с ней было крайне тяжело. Все время думала о вас. Вот, значит, сейчас, ну вот как мне показывают, да, вы находитесь в неком начале второго цикла, в начале отношений с этим человеком. Ну и, конечно, я понимаю вас, что вы хотите понять, чего он там скрывает, этот персонаж, да, явившийся вновь. Наверное, чувства какие-то еще к нему сохранились у вас. Что он скрывает? Он скрывает, что без штанов оставили. Значит, была какая-то женщина, скорее всего, парень ваш уходил жениться. Поженился и вернулся назад. Значит, была какая-то женщина, королева Пентаклей. Возможно, она ему даже детеночка родила. Вот. И
Ну, или у них был разговор о детеночке каком-то. Короче говоря, смысл такой, что это не он принял решение уходить от нее. Это она приняла решение выгнать его из дома и из своей жизни. И выгнав его, все, что они нажили, она оставила себе. А может быть, они и жили-то на ее территории за ее счет. Я тоже тут не удивлюсь, если честно. И он может рассказывать вам красивые истории о своей деловитости, о том, что он великий бизнесмен, всех бизнесменов практически олигарх, да, но эта нехорошая женщина обманула его, обвела вокруг пальца, да, ну, если судить по картам прямо, да, родила ребенка и все на ребенка записала, ну, вот что-то в этом роде, или из-за ребенка лишила его доли супружеского имущества, что-то в этом роде. Здесь, короче говоря, он скрывает, что не он ушел от этой женщины, а она его выгнала. Это раз. Второе, что она его оставила буквально с голой попой, но карты здесь говорят, что он и ей-то достался с голой попой. То есть не было у него ничего в этой попе, на этой попе надето, господи, что я говорю. Вот, значит, дальше. Он скрывает, что какие-то родственники или друзья стали в их споре с этой женщиной не на его сторону, а на ее сторону. Причем встали стеной и, собственно говоря, против него. И остался наш парень совершенно в огромном одиночестве, в пустоте, без денег. И, конечно же, куда ему и возвращаться, девчонки, как не к вам, понимаете? То есть вот так. Он, знаете, он подумал о том, ну она ж меня любила, она мне верила. Да неважно, как там я поступил, все можно изменить. Все можно изменить. Я упорный, я такой весь классный. Пойду я к ней. Некуда мне идти. Друзья меня не любят, родственники не принимают. Значит, жена выгнала, квартиру отобрала, деньги забрала. Все. Я на улице, никому нафиг не нать. Поэтому сейчас пороюсь у себя в голове, кому я был очень сильно нужен. Вспомнил о вас и явился. Ну да, вот такой принц. Совет для вас, мои хорошие. Совет для вас. Совет для вас. Совет для вас. Если не хотите, чтобы вернулись ваши проблемы с деньгами, если не хотите потерять себя, потерять какое-то свое наполненное состояние, да, какую-то свою звезду внутреннюю, то гоните вы его в зашия. Вот. Не обращайте внимания, он будет вас добиваться, он будет сейчас там всячески делать манипуляции жезловые, да, я думала о тебе, да давай вместе, смотри, у меня какие планы на жизнь, я сейчас все действия к твоим ногам, я все осознал, все продумал. Дело в том, что этот человек вампирит вашу финансовую энергию, то есть сам по себе человек как крадник. Вот он приходит, и у вас начинают уходить деньги, понимаете? То есть сам по себе, он не то чтобы ставит крадники, он прям вот он такой и есть. Пришел,
деньги куда-то слиняли, понимаете? И здесь вам говорят, что если вы не хотите потерять прежде всего финансы, стабильность финансовую, какие-то реализацию каких-то планов, да, не то чтобы планы потерять, реализацию своих собственных планов и мечт по звезде, то гоните вы его в зашея. По рыцарю мечей можно даже матом. Как-то так. Благодарю вас, мои дорогие. Двигаемся дальше. Благодарю вас. Двигаемся дальше. Троечки. Что между вами? Угу. Ну-ка. Угу. Так, значит, между вами Луна и Дьявол. Ничего хорошего, если честно, в плане переживаний, потому что вы находитесь в залипоне друг от друга. Это не то, что вы только в залипоне от мужчины, нет. В залипоне друг от друга. Вы о нем думаете постоянно, вы его хотите, он вас хочет, он о вас постоянно думает. То есть здесь два вида созависимости, как ментальная, так и эмоциональная. Она вас изнутри просто пожирает. Это буквально выглядит так. Вы едете в машине на какую-то встречу или находитесь на работе, или, я не знаю, в спортзале, да, где бы вы ни находились. Вдруг, внезапно в вашей голове возникает образ этого мужчины. И он не просто возникает, вы начинаете с ним беседовать. Это да бог с ним, да, побеседовали и бог с ним. Так вы еще и начинаете испытывать сексуальное желание, что-то там такое про него вспоминать, как он мимо шел, как он на вас посмотрел. И все это вызывает глобальное сексуальное желание. Это есть созависимость по дьяволу, да, менталочка, созависимость по Луне. Значит, когда эти две карты выпадают вместе, благо, что они не выпали прямо здесь у меня в раскладке, да, но вообще идет намек на некое воздействие на вас. Вот она, вы лежите. То есть воздействие идет на вас. Тут может быть, вы очень сильно нравились этому мужчине, и он пошел вас заказал. Ну, у какого-то мастера сделать какую-то привязочку а-ля приворотик, да, потому что очень многие не понимают смысла происходящего и говорят: сделайте мне привязку. Но любая привязка есть приворот, потому что она идет против вашей воли. Против вашей воли. Все, что против вашей воли, есть черное действо. Здесь, может быть, мужчина вас заказал у мастера. Да? Ну, заказал сделать на вас приворот. Да, на вас к себе, любименькому. Вот, значит, или если он подобными вещами не грешит, то здесь идет колоссальное ментальное пробивание ваших полей. То есть он настолько вас сильно хочет, он настолько хочет, чтобы вы были вместе, что он вот постоянно целыми днями думает, хочет вас. То есть он посылает эту энергию, вот эти импульсы сквозь каналы между вами. Вот, значит, это раз. Ментальная и эмоциональная зависимость. Самих отношений нет. Не закончились, а по смерти, может быть, их и не было. То есть у кого-то они были и закончились, у кого-то они и не были. Да? То есть это может быть
какой-то коллега по работе, который просто проходит мимо, кидая на вас взгляды, с которым вы там обедаете где-то в кафе, да, и вы не можете понять, о чем он поселился у вас в голове. Почему вы так сильно его хотите, да? То есть здесь какая-то такая, может быть, история, что не было отношений. Они как бы существуют у вас в голове где-то, да, в каком-то иллюзорном пространстве, а в реале отношений не было и нет. А у кого-то отношения были, но они сейчас закончены. В любом случае, все ваши переживания и ваши, и я настаиваю на этом, этого мужчины тоже. Потому что эти два канала, мои дорогие, объединяют двоих людей. Это не одна женщина плачет в темноте, да? Здесь и мужчина плачет в темноте, ой-ой-ой, как. Так вот, значит, и мужчина тоже, и вы постоянно находитесь в залипоне друг от друга. Значит, если общение сохранено, то вы, ну, допустим, на работе, да, как я и сказала, то вы постоянно ругаетесь, вы постоянно друг друга кусаете, вы постоянно как-то вот пытаетесь друг друга подколоть. То есть общение не получается между вами. Хорошо. Что он скрывает от нас с вами, такой подлый человек, да? Что там он скрывает? Что не договаривает? Ну, что он скрывает, что он тоже в дьяволе. Я же говорю, что здесь такое ощущение, что не было ничего, и просто у него горят глаза. И каким-то неведомым чудом, да, вдруг вы стали о нем бесконечно думать. Вы, может быть, его до этого 3 года видели, он мимо проходил, и внимания не обращали. А тут вас прям накрывает. Что он скрывает? Что он безумно зависим от вас. Что он сходит с ума без вас вообще, что он умирает без вас. Без вас и жизнь не мила. Вот что я вам скажу. Если наделал приворотов, то это ему, конечно, тоже все уже... Его самого, короче говоря, это все не радует, потому что он страдает еще сильнее. Слушайте, ну здесь у нас и маг Иерофант, здесь как бы... Ну, реально человек мог к кому-то обратиться. Слушайте, здесь такое количество подтверждений, что прям удивительно. И он считает себя правым. Значит, что скрывает человек? Он вас любит. Он вас любит. Он давно вас любит. Он это понимает и осознает. Он хочет с вами серьезных отношений, но есть какие-то преграды. Ну, не знаю, может, вы замужем, может, вы его начальница, да, что-то вот не идет. Вот. Значит, он говорит о том, что он добьется вас любым путем. Он будет вас завоевывать, он вас обязательно добьется, потому что вы та самая, вы его любимая. И по Иерофанту он хочет жениться хочет. Я муж, я юный, говорит он. И по справедливости еще. Господи, что, Боже мой, здесь парень собрался жениться. И для этого приворотик соорудил. Это вдруг вы не согласитесь. Вот. Короче говоря, что он скрывает? Он скрывает, что он в сумасшедшей зависимости от вас. Но также он скрывает, что ему пока с материальной точки зрения, с финансовой точки зрения, вам не особо есть что предложить. То есть он говорит, что мне надо дорасти до нее, и мне нужно куда-то съездить, скорее всего, в какую-то командировку, и там что-то там получить или заработать. Он куда-то собрался для того, чтобы заработать для вас денег. Это что-то, эта командировка может быть опасной. Опасной для его жизни. Или же, ну я не знаю, может он собрался каким-то незаконным чем-то заработать. Вот. Короче говоря, тут что-то опасное. Вот. И как я поняла, как только деньги будут на руках, да, вот они бабусики-то, он сразу придет вам делать предложение. Девочки. Но здесь вот такой мужчина у нас смешной.
Прям удивительно. Короче говоря, скрывает огромную любовь к вам. Любовь, которая его ранит, ему от нее больно. Эта любовь и из сердца идет, и из писи идет. Отовсюду лезет со всех щелей эта любовь. И хочет он вас обязательно завоевать для серьезных отношений. Но денег нет пока. Как будут, так придет завоевывать. Еще нам как бы опять намекают на то, что парень здесь не прост у нас. Или он реально занимается магией, или вас где-то заказал, да. Или этот человек занимается ментальной магией, то есть пробивает вас сквозь пространство и время. И это тоже не есть хорошо, потому что вот он прям такое ощущение, что умеет это делать. Понимаете? Вот. Но он здесь как бы в любом случае к своей вроде как правильной по иерофанту цели идет нечестным путем. Это вам так на заметочку. Совет для вас, что делать с этим горячим юношей. Ну, слушайте, тут какая-то любовная морковь у вас будет. Короче, что, любить его? Ну, вы дождитесь, когда он все-таки денег заработает, придет к вам с деньгами, раз уж он как бы задумался о серьезных вещах, да, о том, что женщина любовью не будет сыта. И тут у вас туз кубков, туз жезлов, я даже не знаю, что сказать. Но любить его. Что делать с ним? Любить его, он вас любит. И вам придется его любить. Слушайте, тут забавнее всего, если реально между вами ничего не было, да, а такое ощущение, что любовь нечаянно нагрянет, да, вот она пришла в вашу жизнь. Вот здесь говорится о том, что какие-то между вами сложные моменты, они себя исчерпают, вы выйдете стоять. Там еще и король кубков у меня свалился. Слушайте, король чаш. Ух, вот эта позиция. Слушайте, я уже не знаю даже, как реагировать. Здесь очень много любви, короче говоря. Это большая редкость на моих раскладах. Здесь очень много любви, очень много страсти, очень много завоевания. Человек будет вас завоевывать. И боюсь, что у вас здесь не остается выбора, как любить его в ответ. Вот как-то так, мои дорогие. Прекрасно завершился наш расклад. А то, что выпал король кубков, это вот он прям не держится, ему прям хочется выкрикнуть, что он вас любит, что это не просто дьявол, я же люблю ее, поэтому хожу там колдушкам колдую, да, или поэтому я сижу целыми днями и ее ментализирую, как настоящий менталист. Короче, вот так, мои хорошие. Ну, прям порадовала. Третья позиция меня очень порадовала. Вот всегда хочется, когда что-то расследуешь о мужчине, да, услышать именно это, что скрывает он-то свою любовь, скрывает он свои огромные чувства. Вот, девочки, наконец-то вы по третьей позиции это и услышали. Ну что, благодарю вас, мои дорогие. Такой сегодня вышел расклад. Еще раз напомню вам о том, что существует канал Людмила Шпакова в потоке. Это мой второй канал, который я создала для вас. Это очень красивый канал. Пожалуйста, переходите. Под каждым видео вы увидите ссылочку на этот канал. Переходите, подписывайтесь, смотрите видео на этом канале. Все будет в шахматном порядке. Один день видео здесь, другой день видео там. А вы будете получать еще больше информации, еще больше любви от меня. Я очень надеюсь на взаимность с вашей стороны. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я
благодарю вас за это все. Ну и как обычно, хочу пожелать вам только одного: встретить свою настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.